Всем добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам о том, когда же необходимо укрывать розы в Беларуси, в Ленинградской, Московской области. То есть розы, которые растут у вас различные сорта, различные классификации. Для них укрытие, в общем-то, можно сказать, одинаковое. Что же необходимо сделать перед укрытием? Прежде всего, как видите, у меня мои розы выглядят достаточно хорошо. У них еще зеленая такая сочная листва. Должна вам сказать, что у роз листья я не обрезаю. У меня достаточно их много, но я думаю, что после того, как наступят постоянные морозы, листва сама осыпется. И, в общем-то, вам не придется тратить большое количество времени и сил для того, чтобы произвести обрезку именно листвы. Все свои розы, которые у меня растут в саду, и шрабы, и английские розы, чайно-гибридные розы, флорибунда, у меня обрезаны по всем правилам. Должна вам сказать, что эти правила не одинаковые. Есть видео о том, как же правильно обрезать различные виды роз по классификации. И можете посмотреть это видео у меня на канале. Если же роз у вас очень много, ну, бывают такие любители, которые разводят большое количество сортов, 100, 150 и более сортов, конечно же, с обрезкой здесь могут быть определенные сложности. Это время, это силы и так далее. Поэтому я вам рекомендую в этом году провести такие мероприятия, срезать розы, что называется, под одну гребенку. То есть вы обрезаете розы так, как требует ваше укрытие, то есть на высоту вашего укрытия. Исключение составляют плетистые розы или же полуплетистые розы, которые требуют, ну, как бы такого правила, что вы все стебли, все побеги должны оставить, ну, вырезать только те, которые у вас подсохшие или сломанные и так далее. Что же я делаю перед тем, как укрываю розы? Прежде всего, про листву я уже сказала, я ее не обрезаю. Прежде всего, в сентябре месяце, полностью весь сентябрь, даже начало октября месяца, я свои розы подкармливаю. В этом году я подкармливала удобрением пролонгированного действия. Оно действует в течение 5-6 месяцев, то есть вы сэкономите время на подкормку ваших роз в весенний период времени. Итак, подкормка. Также можете использовать органические удобрения, например, конский навоз вместе с почвогрунтом перемешанный, и присыпать ваши растения вокруг. Кстати, вокруг куста я никогда не подсыпаю сейчас почвогрунт, дополнительно не окучиваю, потому что свои растения я буду хорошо укрывать на зимний период времени. Второе мероприятие после подкормок, это уже будет ближе к тому периоду, когда мы начинаем укрытие, а укрывать мы с вами будем приблизительно тогда, когда установятся четкие минусовые температуры -5, -6 градусов по Цельсию. Раньше розы укрывать нельзя. Почему? Потому что розы начнут вегетацию, начнут появляться новые побеги, а это ослабит ваши розы. Вот здесь у меня растет роза, которую я в этом году решила хорошенечко обрезать. Это, так сказать, полуплетистая роза, Розариум Ютерсон. И посмотрите, рано обрезала побег, я ее подрезала, потому что она была уж очень раскидистая. И уже начал появляться новый молодой побег. Поэтому такого допускать, конечно же, нельзя. Вот она сама сбрасывает листву постепенно. Некоторые розы еще, посмотрите, зеленые все, с такой яркой
темно-зеленой листвой, поэтому пока что розы я не укрываю. Следующее мероприятие, которое надо провести, это обязательно опрыскать розы, обработать розы любым фунгицидом. Желательно этот фунгицид должен быть достаточно такой сильный, потому что роза в зимний период времени — это влага, это мороз, это могут развиваться какие-то и накапливаться какие-то заболевания роз на кустах, поэтому я рекомендую использовать достаточно сильный фунгицид, но при этом обязательно вы листья при этом вы обрезаете. Листочки не должны быть на розе во время обработки сильным фунгицидом. После того, как вы обработали розу, конечно же, вы эту обработку проводите перед самым укрытием, где-то за один день, при условии, что у вас нет в вашем регионе, не будет сильных дождей, потому что этот фунгицид смоется дождем, и ваша работа, в общем-то, будет напрасной. Перед самым укрытием вы обработали розу и начинаете укрывать ее. Для того, чтобы укрыть розу, я использую различные укрытия, но больше всего предпочитаю использовать спанбонд 60-ку. Розы чайно-гибридные и розы английские я укрываю двумя слоями. Одним слоем укрываю флорибунда и одним слоем укрываю шрабы. Они достаточно выносливые. Использую дуги. Сейчас я вам их покажу. Использовать буду вот такие дуги. Их здесь 5 штук. 5 дуг. Они достаточно такие прочные. Тем более, что я уже их неоднократно использовала. Еще дополнительно купила. Они достаточно высокие. Высокие дуги вы можете использовать под высоту ваших растений. Приобрести такие дуги в магазине. Следующее правило – это обязательно устанавливать дуги заранее, не дожидаясь низких температур, потому что могут возникнуть некоторые трудности по установке дуг над вашими розочками. Когда почва еще не промерзла, то есть заранее производите эту установку дуг для роз. После того, как вы произвели установку, когда установились низкие температуры, укрываете розу любым понравившимся материалом, или же это спанбонд, или еще какой-то материал. И периодически, если наступают какие-то повышения температуры, особенно когда после снега начинает идти дождь и образуется такой ледяной слой на укрытии, конечно же, здесь надо делать некоторую корректировку, так сказать. Необходимо те, кто имеет доступ на даче к себе, обязательно часть слоя вот этого снега, ледяного снега, его надо снять в обязательном порядке, потому что розы под укрытием должны дышать. Хотя бы половину, часть снега снять для того, чтобы дать доступ кислорода для розам. Несмотря на то, что розы находятся, так сказать, в спячке, все-таки кислород, воздух им, конечно же, необходим. Вот такие правила существуют при укрытии роз. Если следовать этим правилам, конечно же, ваши розы порадуют вас на следующий год обильным и пышным цветением. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.